Ну, привет, наши замечательные зрители. Сегодня у нас снова тест из США. Полоску бумаги 4 сантиметра на 16 сантиметров перегнули. Ну, так что верхний правый угол попал в середину нижней стороны этого прямоугольника, этой полоски. И вот требуется найти площадь заштрихованной части. Ну, понятно, что она вроде бы представляет собой трапецию. Ну что, делаете стоп, можете пытаться найти. В ролике будут варианты ответов, а мы начинаем. Для тех, кому интересно, вы можете прочесть о тестах США. Я уже рассказывал о них вот в правой части нашего ролика. Ну и времени у нас точно очень мало. Что я сделаю? Ну, понятно, что площадь трапеции равна полусумме оснований на высоту. Высота вроде есть, верхнее меньшее основание есть, вот большего основания нет. Больше оснований. Как его найти? Кто его знает? Ну, ладно, я вот что сделаю. Я проведу вот здесь перпендикулярчик из этой серединки нижней стороны. Конечно, можно и буквы, да, там А, Б, С, Д, какой-нибудь М, К. Давайте, да, чтобы понятно, о чем речь шла. А, Б, С и Д была полосочка. Вот точка С после перегибания перешла в точку С1. Ну и все, пусть здесь будет точка К. Вот так. А здесь М, серединка стороны. Пойдет? Пойдет. Вот я рассмотрю треугольничек СМК. Обозначу МКХ. О, учитывая, что МС это ж половина стороны 8, ну, КС будет 8 минус х. И что? Ну и ничего. Ну, теперь я могу обратить свои взоры на прямоугольный треугольничек и сказать, что его гипотенузу, вот эту, я смогу найти. Это будет по теореме Пифагора корень квадратный из х квадрат плюс 16. Так, а дальше что? Вот то КС, которое было 8 минус х, будет равно сейчас у меня КС1. Это очень важно. Это основное в решении. КС равно КС1. Ну и все. Получается, что это отрезок с одной стороны 8 минус х, с другой стороны х квадрат плюс 16 под корнем. Х квадрате плюс 16 под корнем. Все, я записываю решение. Ну, вообще говоря, можно сказать, что вот длина всего вот этого отрезочка 8. Это то же самое, что я проделал ранее. Это вы понимаете. Поэтому я запишу решение следующим образом. У меня получается х плюс корень из х в квадрате плюс 16 равно 8. Получилось иррациональное уравнение. Я переношу х в правую часть. Получается х в квадрате плюс 16 равно 8 минус х. Здесь множество способов решения этого уравнения. Ну, пойдем стандартным путем и возведем в квадрат обе части. Ну, что мы получим? Систему, ну, я бы сказал, равносильную этому уравнению. О, ну, не буду пугать никого. Скажу, что х в квадрате плюс 16 равно 8 минус х в квадрате. Ну, и при этом 8 минус х должно быть больше либо равно нулю. Согласны? Можно так написать? Ну, вот давайте решать наше уравнение синим цветом. У нас получается х в квадрате плюс 16 равно 8 в квадрате 64 минус 16х удвоенное плюс х в квадрате. Вот все ребята из США сдают тест. Абсолютно. 16х равно 48. Так, откуда х равен 3? 48 разделить на 16. Х равен 3. Ну все, тогда у нас задачка будет решена. Давайте я возьму потоньше, хорошо, шрифт, и скажу, что х у нас 3. Тогда мне даже не нужно искать площадь трапеции. Площадь прямоугольника 8 умножить на 4 – 32, а площадь прямоугольного треугольника 3 у 4 пополам – 6. Все, я записываю ответы жирным, что вот эта площадь будет 6,
А вот эта площадь 8,4 – 32. Вместе 32 и 6 – 38. Есть такой ответ. Ну что ж, задача решена. В качестве домашней задачи я предлагаю вам следующее. Попробуйте при этих же размерах найти площадь вот этого треугольника. Вот. Вот так. С1КФ. С1КФ. То есть домашнее задание такое. Площадь вот этого треугольника вам предстоит найти. Итак, я напишу здесь жирным черным угрожающим домашнее задание С треугольника С1КФ. С1КФ. Ну что ж, рад был с вами встретиться. Спасибо большое за ваши хорошие комментарии, лайки, кому это нравится. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.